Проходите. Не вам. Короче, понедельник и воскресенье, что ли? Я тут уже по километре, я начинаю свой путь. Я взяла только что подорожную грамоту. Подойдя к нулевому километру, мы кинули деньги к ногам. Это, конечно, было случайно, но я решила, что это не случайно. Их уже, кстати, вот этот мужчина прекрасно подбирает. Как бы, что добру пропадать, правильно? Если что, сегодня 30 апреля, 2 часа дня. У меня вообще все наоборот по тем советам и рекомендациям, которые были даны всем людям, которые желают пройти этот путь. Что за путь и так далее, я, наверное, чуть позже расскажу, когда сяду и выдохну. Хотя зачем? Расскажу сейчас. Это дорога в Лавру до Сергиево-Троицкая Лавра, Троицко-Сергиевская Лавра. И, короче, я забыла, как она называется. Короче, паломнический путь длиной примерно плюс-минус 120 километров, который преподобный Сергей, 14 век, сделал, дабы уйти в уединение и служить Богу. После этого очень многие стали к нему ходить, дабы излечиться, получить что-то. И тот же Донской. Мои знания истории — это первый класс. Ну, короче, Дмитрий Донской же Куликовскую битву выиграл у меня. Короче, можете захейтить меня в комментариях. Ну, в общем, все челы, которые были у власти, все к нему стали ходить вот еще с тех времен. И считается, чтобы что-то получить, сначала нужно что-то отдать. И вот на этом пути ты якобы отдаешь своей физической усталостью, стертыми ногами и так далее. Я планирую пройти за плюс-минус 4-5 дней. Для этого мне нужно идти в день по 25-30 километров. Без тысяч. Из минусов сегодня это у меня очень тяжелые сумки, потому что у меня почему-то образовалось очень много с собой еды. Я не знаю, буду ли я себе за это завтра благодарна. Но пока что мои плечи как-то не очень этому рада. Короче, идея в том, что по дороге заходишь в разные храмы собор, собираешь участвовать в какой-то игре или избавляешься от каких-то грехов, кому как больше нравится. И по итогу приходишь в Лавру. В России, если что, у нас только 2 Лавры. В Петербурге Александра Невская. И здесь, чтобы быть Лаврой, стать монастырю, нужно много чего сделать. Это может быть только мужской монастырь. Поэтому, к сожалению, там остаться мне не получится, хотя хотелось бы. Так что я должна это сделать. А вы должны поставить здесь лайк и досмотреть до конца. Приятного просмотра, я начинаю свой путь. Чтобы вы понимали, на улице погоду, это снег. В те даты, когда я должна сейчас была идти, должны были проводить субботник для уборки дороги. И чтобы вы понимали, сегодня с утра, подъезжая к Москве, я включаю интернет, и первое, что мне приходит, вот такое сообщение с картинкой одного из участков дорог, где я понимаю, что я в полном принятии, все точно будет супер. Я реально не удивлюсь, если еще будет 20 градусов жары во время того, как я пойду. Мне еще дезориентация в пространстве. У меня уже руки от мороза вообще не имели. Сразу же, простите, пожалуйста, за качество в этом видео и за звук. Я думала о том, чтобы позаботиться о качестве контента, но это все дикий вес. У меня и так сильно переполненные плечи грузом тяжести, как говорят, на Сантьяго де Компостела пути, который в Европе, если вы знаете, если вы не знаете, погуглите, когда люди там идут с тяжелыми рюкзаками, говорят, что это люди несут свои страхи, боли и обиды, что на самом деле там
ну, как бы каждая вещь, там, когда ты якобы берешь себе много вещей для ночи, значит, тебе не хватает безопасности. Если ты там берешь много каких-то теплых вещей, тебе постоянно не хватает какого-то комфорта. Ну, короче, там не знаю, чего мне будет не хватать. Я посмотрю, чем я не попользуюсь в конце пути. В принципе, вроде как я дошла до второй точки. Если это она, я не знаю, как туда зайти, потому что все ворота закрыты. Прошло полчаса. У меня темп прям, ну, быстрый, потому что мне холодно, у меня садится телефон, я вышла поздно, я не знаю, вообще успели отойти до темноты хоть до куда-нибудь. У меня вообще первый день цикла. Ну, короче, знаете, все совпало вообще все для меня. И я на пути к своей новой авантюре. И мне супер. Я в этом счастлива. Я в этом вижу смысл вообще своей жизни. Так, это подворье или нет? Кажется, мы пришли. Так, ребятки, это я и храм Живоначальной Троицы. Это совершенно не то, что мне нужно. Ну и, короче, я так понимаю, что я еще буду идти пару недель с тем, как я буду ходить вокруг этих храмов. Мы дошли, ребята, мы дошли. Обходим вот эту вот зеленушку и залетаем в клуб. Ребята, это полный джингл беллс. Типа я сюда шла полчаса, а сейчас я полчаса тупо хожу вокруг подворья, потому что ищу вход в храм. И я не понимаю, что мне говорят люди. Ну, типа, я понимаю, я знаю слова прямо, я знаю слова направо, налево и так далее. Но воедино они не складываются. Походу сейчас, если я все правильно поняла, то я обхожу заново все и иду туда. Да, я здесь уже была и показывала вам эту местность. И эти ворота. День сурка. Еще из приколов. Это первый, наверное, раз, когда я вообще ничего не запланировала. Я забронировала единственное, мне важно, где встретить мой день. Поэтому у меня есть единственная бронь на мой день рождения. Перевела им залог, и мне просто прислали неверный код. Вторая печать. Да! Совсем немножко подзарядилась телефон, потому что пока я тут колобродила по всей территории, кажется, время уже 3:30 вечера. Я не знаю, ко скольки я приду. Но я иду. И это, я думаю, самое главное. Отхожу от храма Святой Ольги, поставив 3-ю печать в своей грамоте, переодела обувь. Я решила поэкспериментировать. Из приколов в храме встретила 2 девчонок, которые тоже идут этот путь. И они, когда спросили меня, где вы сегодня планируете останавливаться, я сказала, ну не знаю, допустим, дойду. Они такие: вы даже так? Мы думали, мы не продуманы, что только одну ночь забронировали. Вот, поэтому времени 4:30, и они мне напомнили о том, что как бы часовни-то закрываются, и потом печати уже ставить будет невозможно. Но из интересного это то, что на карте этого пути расставлены интересные точки, типа там многолетний дуб, или вот сейчас я иду посмотреть акведук. Люди, как я понимаю, заранее смотрят весь маршрут, делят его на несколько дней, выбирают там себе точки. Я просто захожу в храм, открываю карту, смотрю, что там дальше по плану, и иду до туда. Выставка достижений народного хозяйства. Снег лежит просто, смотрите, слой. Мой нос уже держится на последних издыханиях. Я прохожу отель. Место, где я жила, когда первый раз приехала в Москву. На первом курсе. Это был подарок от факультета. Мы, в общем, соревнования между первокурсниками. Мой факультет занял первое место. Главным призом была поездка в Москву. И вот здесь вот мы прекрасно развлекались.
было супер. Я не знаю, передает ли камера вообще это состояние, они уже просто совершенно не гнутся. Вот я подержала телефон, добрый вечер. Я очень сильно хочу в тепло и вообще хоть где-то сегодня спать. Желательно не на улице. Вот сегодня у меня такое желание. Не знаю, о чем вы сегодня мечтаете. А я вот сегодня мечтаю, чтобы была крыша над головой. Хотя бы. Ребята, встречаем Ростокинский акведук. Ну, в общем-то, посмотрели, зачекинились. Кстати, а где приложение, где мы раньше чекинились? Как оно называлось? Clubhouse? Нет, кстати, а где Clubhouse? Кстати, я совсем недавно только узнала, что такое акведук в Рио в январе этого года. Там тоже это местная достопримечательность. Поверху там ездит самый старый трамвай. А тут, оказывается, это и на родине есть. То же самое, то же самое. Интересно, ездит ли тут трамвай сверху? Но красивые птицы точно летают. Иду и восхищаюсь весне. Просто посмотрите. Вот этот момент. Вот эти вот 2-3 дня мимолетных, когда ты смотришь вот на эту почку и понимаешь, что, блин, вот все, вот завтра это уже листик, а вчера это еще ничего. Проживание Ницше через природу, слышали? Короче, я подхожу вообще на самом деле где-то к дубу. Я его не вижу. Типа, реально сейчас буду на карте смотреть дуб. А как мне среди всех деревьев найти дуб? Двое, ребят, у меня по карте еще 15 минут идти смотреть, сейчас покажу. На протяжении всей дороги встречаются вот такие вот указатели. Соответственно, это вот малый участок. Если я сейчас нахожусь вот здесь, но вообще-то я нахожусь сейчас вот здесь. Но парк называется Иуза, поэтому думаю, что здесь Яуза. Я не знаю, простите за ударение. Короче, вот здесь вот. Сегодня есть у меня возможность поставить печать, если я очень быстро пойду. Иметь крутинизм. Это просто... Я реально не знаю, как я тут оказалась. Я на каком-то футбольном поле. Перехожу какой-то переход. Иду, видимо, на какой-то мат. И самое стрёмное, что типа, я не останавливаюсь. Меня вообще ничего не смущает. Ну, наверное, такая должна быть дорога. Где она? Посмотрите, какие микрофутболисты. Еще мне никто ничего не сказал. Но все родители игроков стоят за сеткой. Ну что, блин, нет дороги. Если тут стройка какая-то идет. Все, вроде бы мы вышли отсюда. Слава тебе, Богу! Ох. Бог со мной. Я до сих пор, если что, дух ищу. Ну, типа, вы не думаете, что я просто прошла его и вам не показала? Нет, я иду к нему. Просто вот так вот. Я уже просто указываю, типа, что я точно не заблудилась. Блин, если честно, по дереву вообще не ощущается, что ему действительно 300 лет. Потому что... как бы по легенде, да? По легенде ему 300 лет. На самом деле ему 152 года. И когда я подошла сюда, я сразу же вспомнила о том, как, если вы смотрели влог из Намибии, если он вообще уже вышел, как мы там ходили к 300-летнему Баобабу. Вот там как бы видно возраст дерева, это мощь, это чувствуется. И там точно так же огорожено дерево. А здесь типа, 152, ну тоже, что люди столько, не все живут, это всего мир. Мы здесь, нам нужно 3, вот сюда, вот в эту усадьбу. Срочно, так прямо, короче. Так, ну что, ребята, отхожу от храма Живоначальной Троицы, там красивый закат. Короче, за сегодняшний день у меня 4 печати. Мне кажется, это прекрасный старт. По километрам пока итог подвести не могу, потому что я забронировала жилье в 6 километрах от этого места. Времени 7, а навигатор показывает идти в районе часа.
Вообще по физухе, если говорить, наверное, еще рано рассуждать. Но я просто люблю ходить. Я очень много практиковала ходьбу. Когда ты ходишь определенное количество километров за определенное количество времени с определенной скоростью, поднимаешь энергию кундалини по чакрам, чтобы... Да, короче, это реально долго объяснять. Вы же зашли посмотреть про лавру, а не про ходьбу, да? Хотя это вообще соединенно, в принципе, да. Короче, все. Я двигаюсь в сторону хостела, рука забилась, пока... Надеюсь, вы чувствуете сейчас этот запах. Ну что, доброе утро второго дня! Блин, у меня, конечно, настроение супер, если честно. Но главная причина этого настроения — это то, что, слава богу, я с утра подъела еды. Да, я себе все-таки благодарна за то, что я вчера ее тащила. И у меня сегодня нет этой выстиранной сумки. Я сегодня просто с портфелем. Несмотря на то, что он как бы стал тяжелее, и у меня уже одышка, и у меня болят ноги, и болят плечи. Но это так круто, что нет вот этой обузы на плече. Мне прям... Я могу идти и танцевать. Я хотела вам показать, что несу. Но я думаю, это сделаю где-то в более уединенном месте. Потому что еще, поздравьте, у меня этой ночью еще одно достижение. Первая моя ночевка в хостеле. Вот мне 28 лет, я ни разу не ночевала в хостелах. И это так круто, когда у тебя в жизни что-то в первый раз. Потому что, ну, во-первых, это непривычно мне было. Максимально, причем непривычно. Ой, рука устала. Оп, как вам такое? Я зашла в какой-то медведковский лесопарк и так уверенно иду, как будто бы знаю, куда идти. Короче, меня уберег Бог, и я попала, видимо, в какой-то супер хороший хостел. Да, это была смешанная комната. Да, я даже 2 раза проснулась от ночных мужских звуков. Но несмотря на это, типа, у меня было прям хрустящее белоснежное белье, как в каком-то 5-звездочном отеле. Ну, типа, там прям серьезные правила, что нельзя разговаривать в комнате. Ну, может быть, это во всех хостелах, сори, кто там, типа, живет. Я просто была сильно удивлена. В общем, я очень быстро отрубилась вчера. И сегодня с утра встала, очумела от того, как у меня болели плечи. В режиме своем помедитировала часик. Пошла там, помылась, пересобралась, позавтракала яичками с огурчиками. Блин, я обожаю вообще яички с огурчиками. Мне еще, знаете, типа там кто-то звонит из родных и говорит: что взяла в дорогу? Я говорю: яйца с огурцами. Мне говорит: я так уже не ездил. Говорит: так всю жизнь будет ездить. Годка подошла. Посмотрите. Какие-то интересные, да? Такие же, как я. Короче, хостел прикольно. Мне понравилось. Я целенаправленно хочу это сделать без каких-то 5-звездочных отелей, потому что я считаю, что паломнический маршрут не предполагает под собой шведский стол. Ну, это мое мнение. У каждого, конечно, свой выбор. И вообще, я осознала, что вчера я шла в 0 градусов. Сегодня, конечно, немного утеплилась, как вы видите. Но мне все равно не хватает перчаток. Но пока идешь нормально. В общем, я сегодня не сказать, что сильно выспалась, но после поезда сильно лучше. Потому что в поезде, блин, тоже был прикол. Кто подписан на мой телеграм-канал, уже знают. Я туда уже написала пост. Еще не опубликовала, но к тому времени, как выйдет влог, точно опубликую. Короче, прикиньте, типа, я ехала вообще в полупустом вагоне. Уснула там в 9, наверное. Не знаю, сколько было времени, но, короче, я думаю, где-то 11-12 часов. Как просто весь вагон заходят школьники. Ну, типа, школьники в поезде, вы осознаете, да, что это такое? И они, видимо, даже не увидели меня, они начали что-то дергать мое одеяло, типа там, они такие: ой, там кто-то есть. Я вообще в панике просыпаюсь. И только здесь я поняла, насколько мне удалось прокачать свою вот эту сострадательную любовь какую-то. Потому что я такая: блин, ну это же школьники. Они, наверное, вообще они несколько месяцев ждали этой поездки, тупо вот ради вот этого момента в полночь зайти в вагон и поехать. Ну и что? Ну и не спали они всю ночь. Они ради этого и поехали в эту Москву, чтобы не спать в поезде. Они в Казани садились. И я вообще не спала, но я прям восхищалась ими. Прикиньте, я понимаю, что
еще бы несколько лет назад я бы, не знаю, бы вся бы из злости искипела, потому что сон для меня действительно это, важно. А здесь я еду и прям думаю, боже, они, типа, прикиньте, там положили себе все чемоданы, потом такие, пацаны, вы девчонкам помогли? Типа, пошлите, поможем им чемоданы закинуть наверх. Я такая, что? В моей школе пацаны еще бы специально пришли, чемоданы еще бы вниз просто скинули. И я такая, ого. Я прям вообще обожаю вот это нынешнее поколение, потому что, несмотря на то даже, что все люди, которые говорят, вот, потерянные зумеры, ребята, они просто не делают, что не хотят делать. И то, что они относятся друг к другу с каким-то глубоким уважением, вот как я привела в пример, реально как в 2105 год, 2150 год, вот эта книга, что им не нужно вставать при встрече для знакомства, чтобы показать уважение. Они по умолчанию тебя уважают. Они друг к другу относятся с такой заботой и каким-то братством вот этим, что меня это так восхитило. Причем, им 13 лет, они обсуждали какие-то такие темы, о которых я в 13 лет вообще не задумывалась. И говорить о том, что, боже, это потерянные дети. Нет, это вы, взрослые потерянные дети, вообще супер. Ой. Даже у голуби сиреневая кормушка. Вы понимаете вообще мои знаки? А что такое? Что ты не можешь? Что случилось? Вау! Мило. Я, конечно, дошла до следующей точки, но меня немного смущает вот это. Этот храм, он расположен в месте, которое называется Тайнинское. Мне так нравится это название. Я, на самом деле, немножко боюсь еще с ударениями постоянно сказать, что это не так. Но если это Тайнинское, все-таки Тайнинское звучит круче, согласитесь. Парковка для великов напротив храма. Это, конечно, новый уровень. Надо посмотреть, что за зефирка вообще. Ну что ж, кажется, у кого-то минус одна печать. Точка была, чеки наставляем. Сделанный с самого утра круг не броним. Значит, нужно было это увидеть. Как минимум, тот памятник Александру II, мне кажется, это вообще тема. Вы посмотрите только, что за шедевр. Кстати, вчера по темпу у меня получилось, что за 6 часов я прошла 20 километров. Ну что, ребятки, говорим пока о цивилизации и вступаем в мир Божий, или как-то. Но я вижу какие-то стрелки голубые. Maybe это есть. Сейчас будут такие указатели. Да, ребята, я вижу первый указатель сзади. Я не потерялась на пути. Дорога в лаву. Все. Старт. Теперь мы будем идти вот по такой красоте. Но не благостно ли, а? Ох, ребята, что я рано начала обожествлять кроксы на долгие походы. Может, летом-то, конечно, не 10 из 10, но по такой дороге, по которой я сейчас иду, у меня просто насквозь сырые ноги. Там хотя бы ездили велосипедисты, кто-то шаги, может, еще нахаживал. А сейчас они все ушли влево, а лавра идет прямо. Я просто одна в этом лесу и понимаю, что как бы тут еще и связи нет, самое-то прикольное. Просто иду, пока идется. Наушник надела, слушаю. Пока что слушается еще, потому что, кто практикует ходьбу, знает, что там после 8-10 километра уже ничего не слышишь.
А пока еще до мозга что-то доходит, решила включить книжку. Ребята, сос. Пройдя сквозь огонь и воду с мокрыми ногами, посмотрите, тут все стрелки закрашены, потому что что? Потому что, походу, дальше мы идем вплавь. Я к такому готова не была. Но это было в прошлом, потому что уже готово получается. Так, это типа по бревну перейти. Боже, ну вот это посмотрите, что это, господи, это же спасение. Я-то думала, а тут-то оказалось. О боже, спасибо. Я сейчас себя почувствовала, как этот Тома «Семь ангелов». Кто-то читал, не знаю, когда мальчик там бежит, ну, короче, типа вкратце. У тебя есть ангел, и ты такой: подскажи мне, что же делать дальше, подскажи, что же делать дальше. А типа тебе не отвечают, и ты уже бежишь просто. И говоришь, типа, да мне направо или налево. Что же мне делать? А дорога, типа, там прямая, условно. Я сейчас как бы сильно утрирую, чтобы быстро рассказать. Кто читал, наверное, скажет, типа, что? Ну и, короче, он бежит и спрашивает: да боже, ну скажи ты мне путь. А типа вообще тишина. И тут он добегает до перекрестка, ему там условно говорят: налево. И он такой: ну где же ты был раньше? Почему это же ты раньше мне не сказал? А ему отвечают: ну, потому что раньше тебе не нужен был этот выбор. Когда он тебе стал нужен, не вижу стрелочек, тогда мы тебе и указали дорогу. А еще ты раньше времени паникуешь. А что дальше-то куда? Ну все, ребята, все это как бы... Все, добрый вечер у меня. Прям фак. Все-таки, видимо, не зря люди придумали трекинговую обувь. Хотя не знаю даже, что хуже, терпеть мозоли или вот насквозь сырые ноги. Ну что это? Вплавь. Есть. Мы пришли. Я вижу лестницу. Меня это успокаивает. Получается, я вышла вот там вот из леса и пройдя вот тут, перебежала. Короче, моя задача типа сейчас вот это вот все перейти и оказаться в том лесу. А на кой черт, собственно, я вообще шла на ту сторону? Боже. Претендую на 5, выйдя там, ну тут пройдя. Я ушла туда, перебежала дорогу, поднялась. Пришла вот так вот, спустилась по лестнице, чтобы выйти вот сюда. Ума палата. А что за... Сегодня такой маршрут какой-то, знаете, сильно уединенный. Или это на контрасте со вчерашним днем Москвы. Потому что сегодня вообще 0 людей просто на дороге. 0 мест, которые надо посмотреть. Просто ты и грязь по ногам. И сопли под носом. Речку сейчас бы переходить. О боже. Нет, ребят, мне точно не сюда. Меня душа привела, чтобы я вот это вот полицезрела. Но по картам я посмотрела, что нет. Куда-то нужно в другое место. Ненавижу вот эти развязки просто вот на дорогах. Вообще не понимаю, на кой черт их придумали. Вот что за рулем я их терпеть не могу, потому что я не понимаю своей башкой эти цветы на картах. Так и пешком. Короче, опять поднимаюсь, чтобы натренировать свои ноги. Шутка, чтобы хоть на какую-то другую выйти. Я вот из тех людей, кто просто захожу на карту и типа вот так вот поворачиваю, чтобы смотреть, куда моя стрелочка поворачивается, потому что я вообще не вдупляю. Здрасте. Просто спасибо людям, рисовавшим эти стрелочки. Я иду вот тут уже, чуть ли не ушла, извините, до Красной площади. И просто вот там вдалеке где-то вижу. Что ж, походу, вряд ли до Киева доведет. У меня просто мои ноги. Что тут так узко, я не понимаю. Дойти хоть до куда-нибудь сегодня, пожалуйста. Правда, что стрелки на зеленые уже сменились. Будем думать, что просто краска закончилась, а не новый уровень начался. Открытие внутренних. Боже, я вот такие, когда картины вижу, у меня прям будоражит сердце. Вы как вообще к этому относитесь? Это корень, если что, дерева. Прикиньте, смотрите вообще просто. Мне даже не по колено, мне по бедро. Препятствие.
реально был открыт новый уровень. Ой-ой, зацепила. Ой-ой. Я все-таки думала, что эта дорога хоть как-то оборудована под ходьбу. Сейчас вот я иду по этой грязи, пробираюсь через эти ветки и реально чувствую себя каким-то паломником. Еще и стрелок никаких уже не вижу опять. Я просто вот сейчас вспоминаю слова знакомого, который меня сравнивал с как его, Пламенный из «Время не ждет». Читали, не знаю вы или нет. Что сегодня за день? День книг объявляется международный. Вот как вот тут мне вот сейчас вот надо бы пройти. И надо ли? Потому что стрелок-то нет. Уже ни зеленых, ни синих. О мой бог, я не понимаю. Что, как, куда? Боже, помилуй, мой рюкзак. Как? Гуськом? Как? Это что, дерево упало? Дерево не должно, да, быть, наверное, было? О боже. О боже. Ну все, не так страшно. Черт, как его малюет. Будет автомобильная дорога и пешеходная все-таки. Пойду по автомобильной. Как бы не был асфальт вреден для паттерна шага. Извините, но тут моя нервная система. О боже. Вообще не справляется. Я в Пирогово. Какой-то поселок. Очень сильно напоминает Прикамский. Ой. О мой бог. Как вам мои носки? Блин, я увидела ноги, теперь мне еще стало некомфортнее идти. Так было вроде нормально. Получается, от Пирогова до Пушкина я иду своей дорогой вообще. Потому что Лавра типа вот так, а я вот так. Но надеюсь, сейчас приду в ту же точку. Какими, конечно, временными промежутками это мне сыграет, пока неизвестно. Но вот смотрю на красивые дома. Поглядите, как вам. Ух, ребята, вот по какой-то такой ровной проселочной дороге Пироговский лесопарк по картам показывает. Дай бог, километров 8-9 просто прямо я прошла. Тут уже и настолько полного одиночества испытала, что тут уже даже птицы не пели. Просто единственный один самолет раз пролетел прямо над головой. А так вообще ни души. И, конечно же, я вошла в себя, и, конечно же, меня стало жестко накрывать, прям вообще все всплыло. Еще тут, к сожалению, появилась связь, может, к счастью. И у меня случился разговор с близким человеком, который так немножко как-то выбил из колеи. Я осознала, что моя главная сложность в жизни, даже не сложность, а, наверное, вот трудность, которую испытываю, это сопротивление. Посмотрите, как почки зарождаются. Красиво. Короче, сложно сопротивляться системе. Типа, мне реально не доставляет большого труда, не умея переключать скорость, там, не ездя на велосипеде, ехать 2000 километров по трассе. Мне совершенно нетрудно там подниматься на какие-то шеститысячники, идти вот сейчас тут плюс-минус 150 километров. Мне сложно объяснять, зачем я это делаю. Мне сложно отвечать на слово, в чем смысл. И я понимаю и принимаю, что у каждого свой путь и свой маршрут, и что каждый выбирает свою дорогу. Но когда происходит обесценка моей дороги, у меня прям, как будто я сейчас даже заплакать хотелось бы. Больше, наверное, хочется заплакать из-за дороги, по которой я как бы должна как-то, Господи, пройти. Короче, сложно. И, наверное, даже выйти из системы было легче, чем потом находиться на контакте с людьми в системе. Вот такой второй день, непростой. Потому что физика, понятно, сейчас будет у меня на моралке. Че, полезем, что ли, по этой дороге? Как будто выбора-то нет. И вот
тут-то... Ох, ё-моё. Ну а что? Идем. Ёптыш. Короче, я в своих влогах вообще никогда не говорю ни о чем личном, не делюсь какими-то рассуждениями. Сейчас я просто хочу сказать, чтобы вы не думали, что каждый просмотренный влог вами, где я такая: чилим, мы смотрим на водопады Игуасу. Типа, да, я очень легко отношусь к жизни. Действительно, я воспринимаю жизнь как игру. Действительно, я считаю, что раскрыть свой потенциал — это вообще главная, наверное, обязанность каждого человека. Пережить как можно больше опыта и свою жизнь. Блин, я боюсь, что у меня тут все грязно и в соплях. Ну, как бы как есть, да? Короче, длина жизни, она нам никак не подвластна. Ты не знаешь, сколько ты проживешь. И если мы делаем график твоей жизни, то одно из измерений неизменимо тобой. Но ты можешь расширять ширину своей жизни. И если за длину ты не отвечаешь, то ширина — это полностью твоя ответственность. И если ширина твоей жизни — это дом-работа, и тебя это устраивает, супер. Но есть люди, которых это не устраивает. И есть люди, которые немножко живут в другой парадигме. И есть люди, которые хотели бы расширить не только там свой кругозор, да, и снять шоры, а есть люди, которые бы хотели ощутить полноту, испытать на своем опыте и прожить истину через себя. И главное — это уважать, как мне кажется, выбор каждого человека. Все. Короче, сложно, когда в жизни нет никакой поддержки. Реально сложно. Да, есть. Я дошла, я снова вышла. Прикиньте, вот на этом моменте я выхожу на стрелки. Ой, и люди идут, походу, мы сейчас встретимся. Спасибо, что смотрите меня. И спасибо за то, что уважаете и проявляете принятие и понимание. Снова прохожу какой-то населенный пункт. Адрес, наверное, не стоило бы показывать. Но у меня взгляд просто... Посмотрите. Это пластиковые крышки. Это шедевр. Причем я заметила, что внутри тоже есть какие-то картинки на доме. Но из-за забора их не разглядеть, не увидеть. Горжусь и восхищаюсь. Хозяин дома, если когда-либо это увидит, вы супер. А по карте-то я уже... я увидела! Блин, если честно, сейчас напоминает Хрущевку. Там тоже это под Самарой, под Тольятти. Тоже расположен храм по такой же дороге асфальтной. Посмотрите. Просто как какая-то награда в пути. И причем так интересно, это официальное название Церковь Иконы Божьей Матери «Нечаянной радости». Блин, я первый раз, я как вот это прочитала, я такая типа, ну, so cute, no? Церковь нечаянной радости. Я сейчас иду, я вообще осознала, что я сегодня... Ну, ладно, то, что я не ела. После практики сухого голода я вообще поняла, что у нас очень сильно развита культура еды в современном мире. Что человек вообще очень много и долго может без нее находиться. Но я осознала, что я вообще даже ни разу не присела. Я ни разу не сняла рюкзак. Типа 5 часов ходьбы еще. Причем я иду, ну, типа в хорошем таком темпе. И типа прикольно, классно, что я так могу. Мне нравится узнавать новые возможности своего организма. Тащить этот рюкзак 96 килограмм еще за спиной, в полностью промокших ногах. Нечаянная радость. Я, конечно, извиняюсь, но не знаю, конечно, с какой целью я решила его обойти. Потому что даже здесь замок. Я чувствую, что как будто я не могу уровень пройти, типа, знаете. В общем, ухожу я от нечаянной радости. А я что-то надеялась, что я тут так передохну. Как будто бы телефончик бы подзарядила бы. Но без отдыха, просто типа. Красиво. Я. Как будто бы люди не до конца правильно понимают вопросы таких плакатов. Нет такого ощущения?
Ой, по каким, конечно, местам прохожу. Как бы сказала моя семья, на кой черт вообще ты туда прешься? Не знаю. Не знаю. Ответ ребенка. А чё? Не хочется, что ли, посмотреть, где Маяковский отдыхал? Не хочется? А мне хочется. Что-то Мурочка прибежала, говорит. Что ты? А, что ты мне хочешь показать? Пошли. Вышла из какого-то двора. Говорит, идем за мной, путница. Сейчас дорогу покажу. Что ты? Куда ты меня привела? Ты, походу, еще и беременна, да? Ох, хороший знак. Прикиньте, иду за ней. Эй, ты чё? Ты не идешь со мной дальше? Ты все? Ты тут мне что-то хотела показать? Или ты устала? Раз уж я начала вести, давай доводи до конца. О, вижу памятник Маяковского. Мы близко. Как красиво. Вау. Вот так вот прям тут, да? Вот, смотрите, как тут. Он бы тут, наверное, выходил, читал свои стихи. Вот тут вот сидели люди, слушали его, да? И не упущу возможности, поднимусь на сцену, где стоял однажды Маяковский. Блин, тут супер круто. Ой, пересяду первый раз за сколько? 7 часов я в дороге. Я волком бы выгрыз. Я волком бы выиграл бы бюрократизм. Мне нравится, мне здесь нравится. Ребята, ну не зря вы вообще мой блог смотрите. В этом влоге хотя бы вы увидели, как жил Маяковский. Капец! Посмотрите! Тут какая-то беседка, тут у него что-то было типа Брайа, наверное. А самое-то главное, ребята. А где ящик вообще? Мне нужна печать, если что. Первая дача была вот здесь, дача Румянцев. И он написал в 140 сон закат полов. Вот связывают ошибочно вот этим местом гости. И пушкинские жители тоже. Вот. Акулова гора — это то, где вы там вот гуляли. Это спуск к реке Учать. Ребята, я зашла. Напустил прекрасный человек. Тут просто посмотрите. Здесь была библиотека, что Маяковский — это литература. Как-то так. Ребята, я просидела час. Ну как просидела, даже рюкзак тестила. Выхожу и понимаю, что походу все. Мы приплыли. Мы сегодня ночуем где-то в Пушкино. Потому что, ну, задержалась. Я люблю вот эту глубину в людях. Когда как бы какие-то такие темы поднимаются. Зашла просто речь про печати о том, что многие паломники воспринимают это сейчас как игру. И мы начали обсуждать как раз-таки с Андреем, как он представился, вообще важность вот этих печатей. Понятно, да, что за них как бы ты получаешь грамоту паломника, что они подтверждают вообще вот весь твой путь, но они как будто бы происходят какое-то навязывание этой истории. То есть как бы для некоторых людей важно, может быть, так как это духовный все-таки путь, около духовный, да, там, неважно, исторический, культурный, религиозный, но здесь как будто ты вступаешь вот на эту тропу игры с печатями, ты пропускаешь вот этот момент, когда тебе где-то нужно задержаться. То есть, возможно, твой путь заканчивается на даче Маяковского, придя там и почувствовав, поняв, что как бы вот все, да, но у тебя в голове вот эта мысль о том, что идем дальше, собираем печати, получаем грамоту, доходим до Сергиева Посада, и ты как бы продолжаешь маршрут. А может быть, вот да, как он сейчас рассказал пример, там какие-то ребята, Учинское водохранилище есть здесь рядом, которое затопило 14 сел, поселений древних, когда его строили. И ребята дошли, как бы погрузились в эту тему, начали развивать вот эту вот историю вот этих поселений, изучать. И нашли в этом свое дело, нашли свое призвание, нашли в этом какой-то смысл, ценность, и начали как бы нести это в люди. И вот
ну, как бы я тоже так задумалась на эту тему, что на этом маршруте ведь Троиц-Сергиева Лавра, Сергиев Посад, это не для каждого финал. Это как бы вот, ну, навязывается, да, что как бы ты должен дойти до конца, там вот это вот 120 километров, а может быть нет. Может быть, если бы не было вот этих печатей, может быть, у каждого была бы еще бы и разная дистанция. Короче, интересно, мы много таких, знаете, тем затрагивали, потому что Андрей проводит экскурсии нестандартные. Вот я вот здесь, наверное, оставлю контакт, группа ВКонтакте. Вот с таким вот закатным солнцем, качели. Пожалуйста, Владимир, сквер солнца. На последних 10% телефона записываю вам видео о том, что мне негде спать. Была идея, ну, типа, на пути есть квартира для паломников. Я как бы целилась на нее в Пушкино. Но придя туда, это как бы оказалась просто комната, где стоят 3 кровати, и там уже живет молодой человек. Я пока что сегодня не готова на такой опыт. И я пошла дальше, не знаю, что делать. Но сейчас первое дело, мне нужно зарядить телефон, уже просто холодает, и искать какой-то дальше вариант, потому что к традиционному пути паломничества я оказалась не готова. Разделить ночь с незнакомым мужчиной не смогла. Может быть, это дало бы мне какой-то новый опыт, но нет. Идем искать розетку и другую кровать. Я не знаю, что за прикол. Отключенные розетки в БК, в Маке, в Кэфосе. Вообще, типа, просто нигде не работают розетки. Просто зашла в Дикси, какую-то обосранную розетку, которая работала. Еле как зарядила телефон. Блин, я честно хотела пройти вот этот паломнический путь с определенными, да, ограничениями. Но, блин, простите меня, я не готова к альберге. Вот как это, да, Сантьяго де Компостела называется. Когда вот, ну, я зашла вот в эту комнатку, где стоит кровать, и выходит из ванны молодой человек. Ну и не смогла я. Я не смогла. Мне даже немножечко, ну, обидно из-за этого, наверное. Но я развернулась и ушла. И сейчас я сняла себе квартиру. Вот подхожу к дому. Во-первых, я понимаю, что, ну, у меня уже были 2 бессонные ночи. Я бы не смогла выспаться, когда рядом лежит незнакомый мужчина. Ну, типа, ну, девочки, ну... Вы же меня понимаете. Возможно, мы познакомились, возможно, с этим человеком мне нужно было пообщаться, но сейчас в Дикси, зайдя, я снимаю рюкзак, я понимаю, что я даже не могу плечи вверх сделать. Мне настолько сильно больно, вообще всю верхнюю часть, что сейчас я ее буду восстанавливать приличное количество времени. Ой, ребята, вот это российское бесконтактное заселение, когда тебе нужно позвонить на почту, прислать фотографии, подняться, сделать селфи, при этом еще не имея ключа. И даже не зная этажа, я сейчас как-то наугад это буду все делать. Так, походу не жила, спущусь. И причем я стою еще у подъезда. Говорю, можно я вам пришлю паспорт, зайдя в квартиру, мне холодно. Он говорит, нет, у нас другие правила. Поэтому вот сейчас меня какой-то мужчина пустил в подъезд, и мне нужно прийти и сделать селфи с дверью. Ребята, это вообще какой-то джингл был. А что тут за замок? Закрыть дверь, ручку вверх. Открыть дверь, ручку вниз. В смысле, вот что, я никак не... Типа, ко мне точно никак не попадут? Я, конечно, в доверии, но не в таком уж. Боже, ребята, какая-то
я не доверяю вот этой истории. О, ну в хатке тепло. Что, пойдемте вам покажу тур. Тут вы, если что, сейчас стояли в холодильничке. Ой, смотрите, цвет моего бафа. Ох, как я сейчас буду мыться-то. Ой-ой-ой-ой. Ну что ж, кухонька. О, есть машинка. Блин, походу, может, я даже не руками буду стирать свои носки. А что у нас дверь-то? Ой, окно. Месяц май, что ли, на дворе? Пошла, ребята, отдыхать, доделать зарядку. Ой. А вы давайте смотрите дальше. Ой, ребята, я не знаю, кто придумал делать подушку рядом с батареей. Мне так жарко было спать. Я думала, господи, это за то, что я мерзла все дни, походу. Короче, времени 6. Я проснулась. Собираюсь. О, еще не собираюсь. Боже, мои плечи. Я еще увидела, что у меня откуда-то на руках синяки. Если в первый день я прошла 25 тысяч шагов, то вчера прошла 37 тысяч шагов. Я смотрю на рюкзак, и мне плохо. Я надела рюкзак и вспомнила всю участь бытия. Короче, все, мы вылетаем. У меня всего лишь одна мозоль только на ноге вчера. Сам тупой, блин, от грязи. Типа там, где вообще не задевает ни обувь, вот только на носке была грязь, кусок. И она натерла, я заклеила. Но идем терпеть. Блин, ну такие надписи в лифте, это, конечно, отдельное вид искусства. Тут такой подъезд. Смотрите, вы помните вообще вот это вот чудо? Ковер. Короче, по плану сегодня... сегодня нет плана. Сейчас первая точка будет Альберги 58. Это считается серединой пути от человека, который, по сути, директор этой тропы. Я не знаю, как назвать. Александр Советов, если я правильно все сказала. Ну и больше, короче, таких серьезных каких-то новостей нет. У меня еда закончилась. Я с утра позавтракала шоколадом с апельсинами. Типа 3-й день. Я, если что, до сих пор нигде не покупала еду. У меня был запас на пояс. И я вот на вареных яйцах с апельсинами как бы держусь. Если что, это не какая-то история типа там с похудением, с диетами и так далее. Просто у меня особое отношение с едой. Ну, типа, мне без разницы, есть она или нет. В принципе, когда ты много кушаешь, как будто бы вибрации понижаются. Ну, короче, башка не думает вообще совершенно. И плохо становится. И вообще человеческий организм, он не рассчитан на такое количество еды, сколько мы сейчас потребляем, потому что, ну, как бы... Короче, блин, ладно, это опять отдельная тема. Люди ели по 3 раза в неделю, а мы сейчас едим по 3 раза в день. И говорить о том, что у нас больше там нагрузка, и нифига подобного, потому что у них нагрузка была в 10 раз больше. Ой, ребята, походу начинается веселье. Вы, конечно, видите вот эту тундру. Что касается дороги, я вчера отстирала вообще все штаны, все, что было в говне. И понимаю, что сегодня у нас повтор сценария. Так было приятно идти в сухих ногах, но вы мне все равно не продадите трекинговую обувь. Как бы я не понимала ее важное значение. Кстати, у меня есть бахилы. Может, бахилы надеть? Это вообще тема. Докажите. Сейчас я вас поставлю. Вы тут устоите? Вряд ли. А вот тут? Как будто вы специально для этого и созданы. За 2 часа я прошла 9 километров всего лишь. Сегодня какой-то такой размеренный шажок. Что вы вообще знаете о походе? Я считаю, главное найти выход из любой ситуации. Да, классно, и дорога сухая началась. Настроение, я стану клоуном, лишь бы вы не грустили. Просто лес вообще уплыл. Я не знаю, как он тут... Я пытаюсь, причем еще все время обходить из-за моей супер подобранной обуви. И иду и размышляю о том, а куда пропал березовый сок.
Типа, вы пили же все в детстве березовый сок, да? Почему сейчас его никто не собирает? И вообще, вредно ли это для берез? Потому что вот я иду, и очень много деревьев вот так вот повалены. И в основном это березы. Я что-то задумалась, а вдруг мы выпили весь их сок? И они теперь умирают от жажды. Тупая вообще, тупая мысль, но типа я просто очень сильно захотела попить березового сока сейчас, в данную секунду. Я знаю, что его как бы за минуту мне не высосать из дерева, и что нужно там стоять. Простите. Динамичная съемка, динамичная. Боже, ну как вот это, как вот дерево упало мне по шею, по плечо. И цветет, посмотрите. Посмотрите. Я реально праздную жизнь. На улице май, а мне лес елку украсил. Новогоднюю. Это кто-то дошел до сюда, значит, ну как бы это не совсем уж дикий-то лес, да? Это ж не кабаны украсили, наверное. So cute, я устала. Ребят, я, кажется, выхожу, господи, на тропу. Я увидела очень много идущих людей. Это Александр Советов. Это я к нему шла. Они прям группой идут. Я вообще, вот, кстати, да, про компанию тоже. Типа, мне кажется, что паломничество это точно не про групповую историю. Есть возможность, если разделить с каким-то близким человеком, это супер. А если вот идти с незнакомыми людьми, ну я не знаю, может быть, я, конечно, еще не доросла до этого опыта, но мне кажется, что духовность это все-таки больше про себя. Ну, ребята, я посмотрела, в чем идут нормальные люди. Мне как-то вообще не по себе стало. Но я, видимо, реально думала, что уже лето в городе, и лес сухой. Я не думала, что пока я буду ехать в поезде, выпадет 20 сантиметров снега, и он начнет таять. Люди идут в резиновых сапогах по колено, чтобы вы понимали. У меня даже носки ниже. Не то чтобы мои дырки на миллиметр от пола. Короче, вот про дорогу, да, с кем-то. Вот ненавижу вот это вот залив. Прилив. Когда вы с кем-то идете, неважно, там, на какой-то пеший маршрут, на какой-то ретрит, на какие-то курсы, это работа X2 в любом случае, потому что когда ты сам с собой работаешь, это как бы один объем работы. Это я еще разорванный бахил несу, если что. А когда вы вдвоем, даже если это партнер, то у вас сразу же проработка 2 сценариев. И к этому нужно быть готовым, и это нужно понимать и учитывать. Типа, например, там даже пройти с подружкой путь, хихи-ха-ха, прикольно. Но если вы хотите все-таки идти в глубину, то, мне кажется, намного эффективнее идти одному. Но это мое мнение. Возможно, у кого-то совершенно по-другому. Я никому это не навязываю, не утверждаю. Просто делюсь своим мнением. Я уже даже не смотрю, куда иду, потому что у меня просто, типа... Видно вам, как оттуда вытекает водица? Вы что делаете? Как там? Чай пьете, наверное, сидите или как? Лежите уже, да, засыпаете в кровать? Прикольно. Ой, смотрите, как красиво тут. Место, конечно, прикольное. Так, я зашла на территорию, но, походу, там вся группа сейчас кушает. Мне как-то неудобно, если честно, подходить. Блин, чуть-чуть стесняюсь. Хотя нет, не чуть-чуть. Ребята поставили мне печать. Пригласили подойти к стене счастья, посмотреть. Ребята идут группой. Первым делом они спросили, а почему у вас такая чистая обувь? Почему у вас не грязные штаны? Я говорю, я очень аккуратно стараюсь идти. Не ожидала, что у вас выпал снег. Так, а что, мы прямо тут внутрь, да, можем зайти, по-моему? Вау, посмотрите, здесь очень круто. Я вот тут переночевала бы. Интересно, можно ли? Факт. Так, выходим.
Ну, идея с домом, конечно, прикольная. Альберги очень красивый здесь. Короче, это поселок Зеленоградский, если мне ничего не изменяет. Ни память, ни карты. Вот, и я сейчас иду в церковь Сергия Радонежского здесь. А дальше, я не знаю, дальше я сяду и буду смотреть. Короче, экватор пройден. Вот это место, это середина пути. Ура! Кажется, на пути второй печати. 2 часа дня. Вечер добрый, храм закрыт. Блин, ну это, конечно, вообще лютый приколдес. Ни лавки, ни охранника, ни храма. Просто плюс круг 5 километров, который я прошла, чтобы увидеть это здание. Я надеялась, что тут будет какая-то трапезная или хотя бы розетка. Вместо этого я пользуюсь хотя бы лавочкой и соусом и съесть остаток чоклета. Это после тебя. Я иногда сама уже в шоке от своего принятия. Значит, уже такая, ну, значит, так должно было быть. Просто 2 часа убитого времени ради чтобы посидеть на лавочке. Значит, так должно было быть. Как есть. Снимаем. Ухожу я от храма с заброненной гостиницей. По пути будет еще одна точка с печатью. Но я уже вообще в них, если честно, сомневаюсь, потому что... Короче, идешь тупо на точку, приходишь даже в храм, типа, не попасть. Вот такие дела, я в путь, а вы на следующую секунду просмотра. Ребятки, виднеется синяя стрелка радости и счастья. Я иду и чувствую себя как в какой-то полосе препятствий, реально. Я вот мечтала поучаствовать в гонке героев. О, Господи, помилуй, спаси и сохрани меня, конечно. Походу, нужно было уточнять по условиям для осуществления этой мечты, потому что вот эта вот гонка героев, она меня как-то немного выматывает. Я уже и на дереве повисела, чтобы вы понимали. Я пыталась зацепиться за дерево и перекинуть ноги. Но вы знаете, чем это закончилось. Хорошо, что я это не снимаю. Куда? Вот просто куда? Вот в какую сторону пойти? В какую? Вы посмотрите, там просто. Че, ребят, кто там говорил, что со мной интересно? Кто говорил, что хочет со мной во все авантюрки вписываться, а? Че там сидим на диване, я понять не могу. Давайте как-то это, собираемся, выходим, идем на новые достижения или что? Всю жизнь будем на диване сидеть? Или как? Сидеть правильно, маме-то не надо. Это уж совсем, по-моему. Везде пишут, что люди настаивают на том, чтобы идти именно вот указанной в трекере маршрутом. Я сейчас иду и думаю о том, что когда я сворачиваю с маршрута, у меня идеальная дорога. Ну, идеальная, она асфальтная. Да, там ездят машины, да, там ходят люди, но, типа, она идеальная. То, что прохожу я по маршруту, о, боже мой, вот эти вот леса, заросли, болота, реки, моря и океаны, типа, я и думаю, господи, я опять вернулась на трек. Типа, вот у меня такое настроение, понимаете? Я правда не понимаю, доберусь ли вообще я сегодня хоть до куда-нибудь. Вы посмотрите там просто на глубину. Вам видно? Видно, я спрошу? Жесть. Все нахрен, я уже понимаю, что мне терять нечего. Может быть, вам сейчас это приятно смотреть, может быть, нет, может быть, больно. Но я понимаю, что тут иной дороги не имеется. Мне бесят эти стрелки, они меня прям вот сейчас раздражают. Когда их нет, все прекрасно. Я вижу эти стрелки, меня прям трясет от этого. Я понимаю, что по этой дороге можно в такую погоду и с такими условиями ходить в сапогах, а можно ходить в шлепках и босиком, и летом в сухую погоду. Вы издеваетесь? Я очень злая. Я в дичайшем принятии. Спасибо, круто, Анича. Так должно быть.
Меня сейчас дико это все раздражает. Просто потому что, во-первых, я не понимаю, когда это закончится. Безусловно. Ой, это вкусно. Это пахнет свежей корой. Лес такой, знаете. Ну все, отпустила, в принципе, нормально. Коротко о моих эмоциональных качелях. До того, как достать телефон, я хотела уже втащить кому-то, реально. Все, реально, отпустила, нормально. Идем дальше. Мне кажется, тут кроме него уже никто не поможет. Ёб твою мать, у меня просто уже реально, у меня нет других слов. Меня ни хрена не отпустило, я просто капец какая злая. Вот это эхо. У меня просто сейчас выходят такие санкары, вы не представляете. Меня прям трясет от злости. Я очень давно не была такой злой. Потому что я просто, вот как бы, все, понимаете? Это тут, я понимаю, что тут даже резиновые сапоги они бы уже не вывезли. Я просто уже задолбалась вот от этих каких-то лабиринтов, где, короче, я буду строить свой маршрут реально и пойду по асфальту, потому что это, я устала не физически, а морально. Это меня выматывает на каждом метре долбанное дерево. Типа, ладно бы там, была вот хоть какая-то микротропинка, а тут понимаешь, что у тебя нет вариантов. Ты не можешь себе выбрать нормальный маршрут. Маршрут говно. Извини, пожалуйста, Бог, прости там Лавров, все. Я реально мозгом все это понимаю. Просто сейчас в моменте Яна, а как у вас такие чувства, штаны? Меня бесит сейчас все. Но больше всего эти синие стрелки. Господи, слава богу, я иду без мужа, реально. Ему бы сейчас бы так не поздоровилось. Это просто... Я думаю, нахер это вообще? Вот реально. Мне вчера задали вопрос, зачем, и у меня это вызвало, какое-то типа негодование. А сейчас я думаю, реально нахера? Нахера? Вон дорога в Лавру, указатель. Пожалуйста. Добро пожаловать в парк аттракционов. Короче, пойду подумаю нахер. Вернусь, когда найду ответ на этот вопрос. Возможно, это конец влога, я его не нашла.